Всем привет! В этом видеоуроке я научу вас, как вязать вот такую детскую игрушку-грызунок в виде зайчика. Для ее изготовления нам понадобится деревянное колечко, 2 деревянные бусинки, небольшой моток трикотажной пряжи и крючок номер 7. На моем сайте есть статья с ссылками на магазины, где я приобретаю всю фурнитуру, которую я использую. Фурнитуру, пряжу и в том числе вот эти вот деревянные составляющие для грызунков. Давайте приступим к изготовлению игрушки. Оставляем небольшой хвостик, примерно вот 10-15 сантиметров, для того, чтобы нам потом на него прикрепить бусинку. Делаем вот такую петельку, заводим ее в колечко, берем крючок, крючок вводим вот в эту петельку, здесь концы перекрещиваем, короткий конец кладем под длинный. Дальше длинную нить на пальчик, это наша рабочая нить, и делаем первую петлю. В последующем вот на эту ниточку мы прикрепим одну из бусинок. И теперь начинаем наше колечко обвязывать трикотажной пряжей. Таким вот образом. Делаем это поплотнее. Обвязываем наше колечко. Вот так вот задвигаем наши петельки. Так, вот я провязала 10 столбиков без накида. Да, то есть обвязывая колечко, мы провязываем простые столбики без накида. Сейчас мы будем формировать ушко. Для этого набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вот в эту вторую косичку от нашей петельки мы провяжем столбик с накидом. Накид, вводим крючок, вытягиваем ниточку, захватываем нить, провязываем через 2 петельки, снова захватываем нить и провязываем через 2 оставшиеся. Это мы с вами провязали столбик с накидом. В последующие 2 петельки провязываем полустолбик с накидом. Накид, заводим крючок, захватываем нитку. У нас получилось здесь 3 петельки. Снова захватываем нитку и провязываем через все 3 петельки. Таким же образом провязываем еще один полустолбик с накидом. Накид, вытягиваем ниточку, провязываем через все 3 петельки. Следующую петельку мы провяжем просто столбик без накида. То есть заводим крючок, захватываем нитку и провязываем через 2 петельки на крючке. В последнюю оставшуюся петельку мы провяжем соединительный столбик. Вводим крючок, захватываем нитку и сразу же протягиваем
через петельку на крючке. Вот у нас получилось с вами первое ушко. Дальше мы его присоединим к нашему колечку. То есть продолжаем точно так же, как мы обвязывали наше колечко. Один, два, три. Сдвинем немножко. Еще одну петельку. И снова начнем набирать 6 петель на следующее ушко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова провязываем вот в эту петельку, во вторую от нашего крючка мы провяжем столбик с накидом. Накид, вытягиваем нитку, провязываем через 2, снова захватываем нитку, провязываем через 2. В следующую петельку полустолбик с накидом через все 3, и в следующую снова полустолбик с накидом через 3. В эту петельку обычный столбик без накида, и в последнюю петельку соединительный столбик. Вот мы сформировали второе ушко. Прикрепляем его к нашему колечку. И дальше вяжем до конца. То есть обвязываем наше колечко столбиками без накида, как мы это делали в начале. Сдвигаем все, довязываем до конца. Пряжи у нас ушло совсем немного. Вот посмотрите, еще сколько осталось. То есть вот для этих грызунков очень удобно пристраивать остатки пряжи. Эти маленькие клубочки, которые все время остаются от больших изделий. Все поправляем, чтобы было аккуратно. Наверное, можно сделать еще один оборот, только будет достаточно. Это надо здесь тоже все, чтобы ровненько легло. Вот так. Ниточку можем отрезать, также оставляем хвостик для того, чтобы нам сюда повесить бусинку. Ниточку вытягиваем. И сейчас вот здесь мы ее закрепим. Заводим крючок вот под эту косичку. Захватываем наш кончик, который остался, и протягиваем.
Так. Теперь мы должны его вот сюда. Заводим крючок с этой стороны. Берем наш хвостик и протаскиваем вот сюда. Вот, посмотрите, у нас получилось. Вот такая вот аккуратненькая косичка. Кончики завязываем. Просто на узелок. Можно еще раз завязать. Чтобы все было аккуратно. И теперь на наши вот эти два хвостика мы должны прикрепить бусинки. Чтобы эту бусинку сюда прикрепить, мы пряжу немножко вот так вот растянем и покрутим, чтобы она стала потоньше. Просто вот в дырочку вставляем наш кончик и вот такими вот закручивающими движениями проталкиваем ее в бусинку. Вот она вылезла. Здесь завяжем узелок. Можно завязать два узелка для того, чтобы это у нас все было крепче, потому что все-таки эта игрушка будет у ребенка. И вот эти вот мелкие детальки, они могут быть, конечно, очень опасными. Поэтому не рискуйте, завяжите два узелка. И прикрепляем бусинку ко второму концу. Точно так же. Здесь посмотрим, чтобы они были примерно одинаковые. Но можно даже, в принципе, сделать вот, чтобы они были разной длины. Так даже интереснее, наверное. То есть где-то вот здесь примерно нам нужно завязать узелок. Так, посмотрим сейчас, как получится. Слишком длинно. Немножко подтянуть его. Вот так получается симпатично. И то, что нам не нужно, отрежем. Вот такой замечательный зайчик у нас получился. Ушки можно отпарить. То есть просто положить, например, под полотенце или под какую-нибудь хлопковую ткань и утюгом с паром пройтись, придавая им после отпаривания нужную форму. Но они, в принципе, и так достаточно ровненькие. И посмотрите, какая красота получается. На этом мой видеоурок окончен. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!